Здравствуйте, мои дорогие друзья, представители знака зодиака Близнецы. Таро прогноз на декаду на 10 дней с 20 по 30 июня. Что удивит вас? Чего ждать в эти 10 дней? Давайте узнаем будущее. И останемся реалистами. Любой прогноз или расклад не может служить основанием для принятия важных решений. Мы вместе с вами размышляем, предполагаем и допускаем развитие альтернативных вариантов событий. И это время с 20 по 30 июня, время баланса между разумом и сердцем. Позвольте тишине говорить с вами. Будет очень важно внутренняя гармония или чувство душевного равновесия. Не загоняйте себя сами в угол, потому что какое-то, скорее всего, важное решение вам предстоит принимать. Тут именно для вашего знака зодиака планетарные транзиты могут подготовить такой сюжет, когда нужно делать выбор, а вы где-то запутались. Здесь для кого-то из вас может быть и ситуация, когда нужно от чего-то и не отказаться. Правильно рассмотреть, что есть смысл продолжать. Не столько в какой-то бесконечной палитре или смене событий лежит истина, а скорее всего истина лежит в том, что надежно. Вот есть такой тонкий нюанс. Поэтому даже если вокруг вас происходит какой-то турбулентный хаос или бесконечный хаос, когда что-то напоминает как торнадо, или, может быть, вы уже где-то включились вот в этот жизненный ритм. Каждый день по 30 минут, как минимум, позвольте себе слушать тишину, услышать подсказки собственной души. Будьте сами себе добрым другом. Помните, что то, что мы отпускаем, оно больше не имеет силы над нами. Самое главное, оно нас не разрывает словно изнутри. Поэтому надо уметь иногда и отпускать. А то, с чем мы сталкиваемся, оно ведь нас тоже преображает. Все в нашей жизни не случайно, хотя жизнь и не бывает полностью предсказуема. Вот где-то на это нужно настроиться. Тут не бойся того, что уходит, бойся застрять в прошлом. Вот такой, наверное, девиз в этот период с 20 по 30. Итак, события ближайшего будущего, 4 карты. С чем это будет связано? Пусть нам колода Ленорман раскроет сюжеты или хотя бы сферу жизни, с чем будут связаны события. Чему вы больше будете уделять внимание, мои дорогие близнецы? Что вас удивит? Сейчас мы на колоде Таро достанем такую карту. Может быть, какая-то информация придет. Или вы сами с чем-то будете определяться. Кто или что появится неожиданно. Какие вообще неожиданности? Может быть, информационные. И к чему это все идет? Что будет дальше? Чего ждать? Какое продолжение следует? И достанем 3 карты по основным сферам жизни. Это у нас ваши достижения, энергия достижений. У кого-то учеба, у кого-то работа. Ну или другие, любые дела. Энергия денег, любовь и личная жизнь. События будущего. А вот так вот. Все неоднозначно. И все то, что я сказала еще для карт, для вас имеет важное значение. Есть тема, которую нужно обдумать. По аркану змея мы можем, кстати, принять то, что нам что-то обещали, а это как дорога в никуда. Мы и сами могли заблудать, как будто, да, и теперь мы понимаем, что мы чем-то увлеклись, а это не имеет никакого значения. Мы можем и принимать ошибки собственные, потому что, ну, условно, были замылены глаза. Здесь очень часто по аркану змея проходит все-таки коварство, какие-то интриги. Может быть, и в отношении вас, может быть, и вы какую-то многоходовочку там себе составили, да, и тут понимаете, а вот чего-то я не вписываюсь тут во все эти повороты, или какая-то игра превращается в опасность. Вот будьте внимательны. Здесь, правда, истина скрывается в тени. А какой она будет, мы еще пока не знаем. Иногда и люди по этой карте словно притаились в тени или одевают маски. Мудрость вам в помощь, мои дорогие близнецы. Давайте откроем вторую карту. Может быть, нам объяснят, с чем это связано. Вот смотрите, у вас благополучный, тем не менее, период. Видимо, самое время с чем-то определяться. Как будто это сделать вот в этот спокойный период.
будет очень правильным. Здесь и не замечтаться, может быть, и не отказаться, и не принять за реальность то, что мы себе надумали. Вот, видимо, быть реалистом, кстати, уделить внимание финансам. Все-таки тут у нас шестерка бубен. У кого-то это необходимость поездки для того, чтобы, может быть, в определенной местности увидеть своими глазами, как обстоят дела. Или встретиться с человеком и провести важный разговор. Это все в целом вам сопутствует как благополучию, уверенности в сегодняшнем дне, в завтрашнем. Сама по себе карта дает вообще возможность очень многие позиции согласовать. Это когда у нас в принципе все хорошо. Может быть, для кого-то и, кстати, такое тоже допускаю, но хотя это не совсем про колоду Ленорман, но тем не менее. У нас сейчас с вами год змеи. Иногда змея символизирует страсть, страстные отношения, может быть и так. И тогда тут совсем другая палитра чувств будет. Но тем не менее карта благополучия, карта клевер. Это даже если и есть какие-то нерешенные вопросы, самое время их решать, потому что вы будете услышаны. Или определяться с чем-то, события будущего. А ведь и правда, у кого-то может быть все прекрасно дома, прекрасно где-то и с финансами, значит, это надо все укреплять, да, все то, что надежно мы сказали. И одновременно и чувства прекрасные, ну и физиология это тоже. У кого-то могут проигрываться вопросы конкретно дома и любви, взаимоотношения с вашими близкими. Может быть, место проживания вы тоже улучшаете или решаете вопросы по части недвижимости. Очень часто по этим двум картам именно место нашего пребывания проходит. Может быть, сейчас еще ситуация такая двоякая. Ну, значит, вот как раз разобраться с ней и прояснить. Вот так вот ненавязчиво, аккуратно, но для себя внести больше ясности в жизнь. А вообще-то нам карты говорят, для тех, кто один или одна, может быть, и надо подумать о том, чтобы завершить свое одиночество. Здесь есть какие-то очень приятные темы, которые касаются личной жизни, мои дорогие. Пусть у кого-то эта личная жизнь будет олицетворять только место вашего проживания, как ваш дом, и вы, возможно, делаете какой-то ремонт, или даже на дому, к примеру, обустраиваете рабочее место, да, или планируете какой-то переезд. Вот иногда, кстати, переезды, поездки и проигрываются по этой карте. Может, это вы планируете переезд далеко или какую-то поездку, встречу, мои дорогие. Может быть, с тем человеком, которого вы давно не видели, все-таки аист имеется в виду. И вот это значение, само по себе расстояние. Тут, значит, и эти вопросы для вас будут актуальны. Но вообще приятная декада. Давайте откроем четвертую карту. У кого-то согласование в высоких инстанциях. Почему так говорю? Потому что письмо, но письмо как сургучной печатью. И вполне вероятно, это больше касается ваших намерений, целей или получения важных документов. Хотя я не исключаю и по вопросам любви. Вполне вероятно, тоже какая-то переписка. Переписка с родственниками, с любимым человеком, если вы на расстоянии. Какая-то детализация, к примеру, встречи уже вашей. Или когда вот вы через документы решаете вопросы по работе, по учебе, по достижениям. Получаете какую-то важную бумагу, документ, каким образом это сделать. Или... может быть, вам необходимо будет детализировать этот процесс и обратиться к юристу или к адвокату. Ну, вот такая вот палитра как бы событий. И это в конечном итоге, когда мы проясняем все равно что-то. Или стабилизируем через важные документы, через их подписание, когда мы что-то делаем, может быть, и по закону, если мы имеем в виду важные бумаги. Может быть, даже, кстати, по части банка, может быть и так. Но для кого-то с учетом семерки и именно червей, может быть и выбор. Выбор по отношениям. Что вас удивит? Ну, вас удивит то, что вы, правда, можете принять в чем-то такое важное решение, что какая-то история, которая развивалась какое-то время, или была какое-то время тому назад, как несостоявшийся успех, чего-то вы ожидали. Может быть, вы ждете и сейчас. И тогда самое время перестать ждать. Тут ваши действия, все-таки оракул Ленорман, колода Ленорман точнее, вам дает к этому подсказки. Надо подумать, как действовать.
Здесь, скорее всего, даже если, неважно, чего это касается, либо денег, либо работы, либо личной жизни, проясняя какую-то ситуацию, мы себя выводим из какого-то состояния застоя. Может быть, и нет смысла ждать того, кто не придет. Может быть, принять то, что должен состояться важный разговор, и вы, и другая сторона проговорите что-то откровенно, глядя друг другу в глаза, и поймете, кто в чем ошибался или какую-то неправильную тактику прежде занял. Здесь чего бы ни касалось, именно через откровенность, когда мы не просто ждем, тут нет смысла ждать, вот в чем вопрос, тут нужно определяться, иначе по этой карте это будет еще длиться очень долгое время. Вот настало время, что вас удивит, что, с одной стороны, вам самим не захочется ждать, с другой стороны, вас удивит, может быть, какое-то дело, вопрос, это вы поставили где-то на паузу, или хотели даже, надеялись, что какой-то вопрос решится сам по себе. Может быть, вы уже приложили к этому какие-то усилия, отправили какие-то запросы, я такое тоже могу допустить. А вот не сдвинулось ничего с мертвой точки. И вы будете думать, меня, может быть, обманывают? Или хитрость какую-то в отношении вас проявляют? И тогда нужно действовать как-то по-другому, может быть, и самому куда-то поехать. Это правда. Или какие-то контакты все-таки вам позволяют больше ясности и порядка внести в вашу жизнь. Но вот это по семерке именно несостоявшийся успех удивляет. Удивляет то, что мы на что-то, скорее всего, либо надеялись, либо ждали, а вот это не случилось или не произошло. Ну, давайте пойдем дальше. Что же там в неожиданностях? Кто или что появится неожиданно? Ну, тут, наверное, по рыцарю Пентаклей больше карта олицетворяет это наша какая-то детализация последующих действий. Тут вряд ли кто-то или что-то появится неожиданно. Хотя мы можем прийти к выводу, что есть смысл что-то продолжать. Но это опять же, это вы сами, близнецы. Это на вас никто не воздействует абсолютно. Тут вы сами должны с какой-то паузой разобраться. Ведь рыцарь Пентаклей это тоже неспешная карта. Это карта конкретная инструкция, детализация. Иногда эта карта говорит о том, что у нас есть тот человек, на которого мы можем положиться. Или надежные люди, которых мы знаем. Иногда нам приходят на помощь те люди, на которых мы меньше всего рассчитывали. Кстати, есть такая подсказка. Есть подсказка и в том, что если у вас какая-то сложная ситуация по финансам, тогда есть тот человек, который, может быть, на время вас может как раз финансами выручить. Всегда по рыцарю Пентаклей есть вот эти два значения. Но это и вы сами должны какую-то совершенно новую стратегию, тактику с учетом изменившихся событий, условий, ваших взглядов или того, что вы тут передумаете, как будто шаг за шагом осуществлять. Тут определенно есть какая-то стезя, которую вам нужно рассмотреть. И это как марафонский забег лет на 10, на 20. Жизнь наша не спринт, а она как раз марафон. Вопрос не в том, кто к финишу придет первым, или как быстро меняется, как карусель какая-то событий вокруг нас. Может быть, это приносит какой-то драйв, даже вдохновение, я могу такое допустить, нам нравится в этом ритме жить. Но рано или поздно наступает какой-то стопор. И вот с чем мы остаемся? Самое время вот такой вопрос себе задать. И сразу придут ответы. Кто надежен или что надежно? Какой проект все-таки следует продолжать? А какой, из пустого в порожнее или, вообще никаким образом не откликается ни в вашей душе, ни в реальной, может быть, даже жизни. Нет материального воплощения. Все-таки это у нас рыцарь Пентаклей. Здесь какой-то очень важный вывод делаете вы сами. Истина какая-то перед вами может открыться. Может быть, через вот эту мудрость или честность с самим собой. И к чему же это все идет? Что это такое? По части личной жизни, скорее всего. И, может быть, у кого-то эта личная жизнь проиграется как место пребывания, потому что карта в этой колоде достаточно холодная. Да, вдохновение будет достаточно, хорошее настроение. Вот к чему все идет. Добрая энергия, мы ведь об этом уже с вами говорили. Поэтому пока нет какой-то турбулентности, знаете, когда
действительно в нашей жизни, я думаю, многие согласятся, на нас наваливается какой-то ворох забот, проблем, которые мы должны сделать были вчера. А мы не успеваем и на сегодня, и на вчера, а на завтра вообще некогда подумать. Здесь нет, здесь более спокойный период. И вот именно какие-то важные выводы вы должны сделать. У кого-то по части личной жизни, а у кого-то это могут быть родственники, может быть и взрослые дети, кстати. Здесь новости какие-то. Может быть и вы отправляете кому-то вот это письмо, или вы получаете вот какое-то известие, и значит нужно подумать, каким образом провзаимодействовать. И, кстати, себе не навредить. Ваши достижения. Карта рачительного хозяина. Ну, вообще-то это рачительность прописана. Хотя, тем не менее, карта это работника. И это труд, это заработки. Одна из лучших карт в колоде. И я всегда по ней говорю: работай, и у тебя все получится. Продолжай, и ты победишь. Или у тебя не хватит терпения. Вот есть мудрость и, видимо, оттолкнуться от того, что надежно во всех сферах жизни. Нам где-то сказали уже и отчасти, что будет продолжено, если мы говорим по части личной жизни или взаимоотношений. Пусть это даже взаимоотношения. Мы еще откроем с вами последнюю карту, увидим, что она нам подскажет. Но уже все то, что касается дел, пусть это даже у кого-то согласование по дому, да, или пусть у кого-то это учеба. Значит, тут тоже предусматривается какая-то детализация. Вообще это переход на новый уровень, как на новую ступень. Может быть, у кого-то это занять высокую должность или перейти как на новую ступень иерархии, и у вас это получится. Но работать, скорее всего, придется много. Где-то, если мы говорим об отношениях, то и над отношениями тоже надо работать. Я думаю, люди семейные со мной согласятся. И личная жизнь, семейная жизнь – это не игра в одни ворота. Кто-то будет дела семейные даже решать. Может быть и так. Вроде как лето. Может быть, вы в отпуске. И это могут быть те дела, которые были как раз оставлены на период отпуска, на потом, потому что руки не доходили. Вот тут у вас до чего-то руки дойдут. Может быть, и мысли дойдут, или ваши решения дойдут. Но будьте внимательны подсказкам шестого чувства. И правда, вот эти 30 минут, вот побыть в тишине, послушать тишину, услышать словно подсказки собственной души. Куда вы хотите идти, мои дорогие? Что ваша душа просит? С кем быть? Ваша душа просит. Вот эти все вещи очень важные. От этого начинается ваша стабильность, ваш какой-то мироуклад, порядок и ваше, может быть, даже вдохновение и радость, по сути дела, от жизни, новое качество жизни. Что же там по финансам? И здесь где-то можем соединить даже вот эти карты. Да, все имеет начало и какое-то продолжение. Но, может быть, что-то имело и начало, и должно быть подведено к знаменателю. Я об этом говорила. Может быть, вы собственную тактику пересмотрите, потому что у нас все-таки пентакли. У кого-то вопросы работы или вопросы денег. Здесь тоже требует вашего внимания. Но, видимо, эта тройка жезлов, я ее часто называю карта будущего. А в этой колоде, колода напоминает герметическую колоду Таро, тут немножко другие значения. Признанная сила. Вы ресурсны сейчас, но подумать, куда ваши ресурсы приложить. У вас достаточно физических сил, мои дорогие близнецы. Но в каком направлении и что вы будете развивать? Здесь не совсем одним днем. Все-таки карта приглашает заглянуть в будущее. Будущее имеется в виду, откуда к вам приходят деньги, откуда они будут приходить в последующем. Может быть, и есть смысл подумать об дополнительном доходе, даже если вы ходите на работу, работаете как в учреждении, в коллективе, по договору, как в наемном труде. Но все-таки настало время несколько расширить свои горизонты, и об этом нам говорит карта. Есть то, что должно быть вами продумано, и это ведь принц Пентакли, рыцарь, извините, Пентакли, он вверху, и мы говорили о марафонском забеге. Продумайте. Сейчас деньги есть, деньги будут. У кого-то получение денег буквально может быть в этот период, но не совсем на короткий период, а нужно что-то просчитать. Личная история.
Шикарно. Карта победы, так она и называется. Тут и победа может быть двоякая. Кто-то будет настаивать на своем, и вы тоже получите победу. И правильно это будет или нет, это будете решать только вы, а время дальше покажет. Для тех, кто был в ссоре, все-таки мы на личную жизнь смотрим, значит, вы можете примириться, было бы желание, опять же, да, что-то прояснять. Вот интересно, расклад на Ленорман где-то дополняется Таро. Причем все очень гармонично, мои дорогие, как сам период для вас. Но вот, как я сказала, видимо, в это время относительного такого спокойствия, эти 10 дней баланса между разумом и сердцем. Можно привести в баланс многие вопросы, которые у вас в какой-то путанице были, и выйти победителем. Как и я сказала, может быть, и помириться, договориться. Может быть, личная жизнь не только про любовь, я говорила, отношения. Может быть, это вам совершенно необходимо. Какие-то договоры по части труда, занятости. Все-таки это у нас ведь жезлы, шестерка жезлов. Дела, работа, бизнес и деньги. И вы останетесь довольны, значит, вы все равно с кем-то вы тут сумеете произвести важную беседу, которая перед вами тоже может открыть новые перспективы или стабилизировать какую-то ситуацию. Словом, вы чем-то остаетесь довольны. Но нужно просчитать, несмотря на то, что рыцарь кубков, да, это тоже возможности, это радость, это добрые вести, это как и вдохновение, хорошее настроение, комплименты, мои дорогие девочки. Но холодная карта, еще раз повторюсь, стало быть, тут не все должно решаться на эмоциях. Что-то должно быть просчитано в реальной жизни. Что-то должно быть надежно. Потому что это здорово, когда и эмоции совпадают, и жизненные реалии. Вот что-то подобное вам нужно соединить, как разум и сердце, возвышенное земное. И у вас есть возможность выйти победителем практически в любых сферах жизни. Перекладывайте на себя, мои дорогие любимые близнецы. И будьте счастливы, будьте любимы всегда.